Доброго утречка. Мы уже проснулись. Спали у наших друзей, знакомых. Теперь поехали дальше. Еще снежок, морозец. Мы решили еще одно место поморозить. Времени наверняка уже и снег кончился. Может, еще маленечко лежит. Извилистая дорожка. В лес поехали. Вот это мы заехали. Тут вообще сугробы. Так, сугробы. И туман, ничего не видно. Деревья, как сказочные герои, покрытые инеем. И игровая площадка. Это фабрика Розенталь Мерцер. Здесь вырабатывают целлюлозу. А снизу, там сейчас не видно, течет река Зале. Вот она, река Зале, ее видно теперь. А мы заезжаем в Байерн, в Баварию. И только что проехали границу, которая отделяла ГДР и ФРГ. А теперь мы уже в Баварии. Едем через Бадштебен. Машину надо заправить. Это курортный парк. Куа-парк. Здесь должен быть источник. А, вон. Термы. Тринкхале. Ага. Вот здесь источник должен быть. Мы его хотим тоже посетить и водичку попить. А это, я как понимаю, лошадка. Вот она. Лошадка. Это, оказывается, троянский конь. Из металла. Из металла. Там, кстати, вон, закрыто даже на замочек. Так что настоящий троянский конь. Ой. Вот это все курортная зона. Бадштебен. Барометр и термометр. Так, сколько градусов? -4. Здесь еще есть карта. Разные направления. Большой парк. Даже такие отрезки, что есть, которые тяжелое направление, легкое. Сложное, но легкое. Разные. А само оно находится вот здесь, вот выход. И вот. И отправляйся в путь. Выбирай свое направление и можешь по этому парку ходить хоть весь день. А мы дошли. Будем лечиться. Самое интересное это
Стаканчики и все прочее есть? Луговая вода. Много не набирай. Да я. Ну-ка. Попробуй. Мокрая. А это пример, как можно попасть на курорт. Что для этого нужно сделать? Ну, конечно, не все оплачивается. Надо и доплачивать за посещение. За то, что ты здесь будешь находиться. Но за 3 недели 843 евро получается. Тебе доплата, если... Это как пример чисто. Все, попили? Подкрепились Попили. святой водички? Попили, полетели, да? Полетели. Все, пошли дальше. Идем. Здесь же находится небольшой бассейн. Это бассейн специальный для, для лечебный бассейн. И сауна здесь есть, и клуб специальный для здоровья. Вот. Но мы туда не пойдем. Мы купальники не взяли. А без них что-то не пускают. А, я что-то не пойму. Мы опять Байрон выезжаем и заезжаем в Тюринген. Границу опять назад перебежали. Опилки. Ничего себе тут горы. Это тот, который Розенталь фирма. Целлюлозу делают. Проезжаем через Харра. А мы тут проедем? 3,2. Ну, 3,2, да. Проедем, да? Хорошо. Так. Прям четко. Ну, Ни выше, ни ниже. Выше можно, ниже нельзя. Ничего себе мы забрались. Да, ехали. Все. Теперь можно прогуляться. Натуапак регион Тюрингия Меа. Это натуральный парк. Здесь можно погулять. Что мы сейчас и сделаем. Построена в 1932 году. И все время ее строили, взорвали. переделывали. А? В 45-м взорвали. В 45-м взорвали, да, в апреле. Потом опять ее сделали. И так все время ее дорабатывали. И в 2000-м она уже официально принадлежит Тюрингу. Идет через реку О, Зале. Паровозик. Да. Вот, да, где-то тут Вон там ходит один вагончик проехал. вагончик. Это с одной стороны. Вон там Там причалы. утек, утекает. Утюг. Утюг. Ну да, там, наверное, прокатная. Катамаранчики, может быть, здесь летом. А это вид с другой стороны. Здесь вон водичка спускается. Скользковатенько тут.
Зато красиво, тихо. Там где-нибудь птички летают иногда. Можно и здесь подняться. Но только не сейчас. Мы не в тех ботинках. Очень скользкие, да-да. Скользко. Но сюда можно было, по идее, на машине проехать. Ну, что-то я тоже, честно говоря, так, маленько. Дрейфуешь. Маленько это. Того. Да ну, горы и здесь надо уже как и навык иметь. Ну да. А честно, Мы больше по честно равнинам. скажу, на нашей резине она красивая, блин, это самое, но не Надо для этого. Не совсем для зимнюю этого. надо, Ну, а не зимнюю всесезонку. Тут вроде бы где-то протоптано, но снежок лежит. Тут, конечно, не чистят, это понятное дело. Но пройти можно. Шуршишь по снегу, идешь. Тут можно к воде близко прям подойти. И вон скала стоит перед тобой. Ребята, какая красота тут. Посмотрите. Полюбуйтесь вместе с нами. Река подмерзла, как будто встала, как будто уснула. А ведь внизу все равно она течет. Прям такая идиллия, что прям аж шепотом нужно разговаривать, чтобы не спугнуть. Тишина гробовая. Аж голова кружится, честно. И даже когда ты разговоришь, что не надо громко, надо очень-очень тихо. Много всяких разных зверюшек бегало. Много разных следов. Это в любом случае зайка прыгал. Вон, поскакал куда-то наверх. Паровозик. Не из Ромашкова. Что-то тянет. Грузовой. Дровишки или уголь. У нас же теперь на дровах и на углях все топится. Вон там вдалеке дорогу видно. Человек ушел. Так, ну хоть одна машинка проедь. Вон, видите машины, где едут? Вот там. А мы здесь вот спрятались. Вид, конечно, обалденный. Просто обалденный. Вон там еще домики стоят. И вот тут снизу река. А мы тут вообще в снег забрались. Нашли тут скамеечку прямо здесь на пути. И уселись. А Серега не захотел сидеть. А тут лакомство для птичек еще осталось. Поселок Хара, как на ладошке. Тут Хаусамвальд, дом возле леса. Ну, я бы сказала даже в лесу.
Хороший такой домик. Паровозик опять звенит. Ой, хорошее местечко, конечно, тут можно отдыхать и зимой, и летом. Ну, зимой походить, а летом можно возле реки побыть. А тут можно вот как раз вот эта вот длинная дорога, которая мы по ней не стали идти. Мы, как обычно, в своем репертуаре нашли узенькую тропиночку и решили по ней идти. И я за тобой. Посмотрим, куда нас дорога здесь приведет. Ну, куда-то ж она все равно приведет. Ну, в крайнем случае развернемся, пойдем назад. Но обычно у нас так редко было, но бывало. По такой тропинке можно шлепать и шлепать. Вон вид сбоку. Красота, обзор такой. И мы идем тут по краю. Тут зверек был. Может быть, лисичка. Или кто другой. Может, кто подскажет. Ух ты! Так, сейчас будем пробираться. Топорик взял с собой? Правильно идем? Угу. Вроде, да? О, тут через дебри идем. О, веточки тут на ходу. Обходим. Или проползаем даже, а не обходим. Ой, прям в лицо. Ты где? Ты уже внизу? Я здесь. Тебя совсем не видно. Ой, девочки, мальчики, я заблудилась, тут застряла. Тут тропинки нет, может по опушке пойдем? Оксана, ну пошли там. Тут тропинки через лес не оказалось больше. Почему-то. Но есть тропинка вокруг леса, перед лесом. Но тут ее тоже нет. Нормальные герои всегда идут в обход. Может быть, уже новую Через протоптали. лес почему-то не было дороги. Мы вас пошли рядом с лесом. Может быть, куда-нибудь мы и выйдем. Вообще написано, что должны выйти к реке. Сейчас посмотрим, где-то она должна появиться. А вот она уже и речка. Зале. Мы прям правильно пошли. Хорошее место нашли в обход. Интересно. А вот там вот дальше, вот там вот этот дом, который в лесу, который мы прошли. Мы с одной стороны зашли, с другой стороны вышли. Или выходим еще. А тут бяшки-барашки. Такие пушистые. А к вам в гости ходят? Нахохлились такие. Прям как будто раздутые такие пушистики. Встали. Что тебе надо, скажи? Шуба большая, да? Все, попер. Ну, что ты отвернулся-то? Мы к тебе со всей душой, а ты к нам. Ай, Боряськи, привет. Ну, разве это не красота? Так, мы нашли место, где можно сверху вниз посмотреть. Такая платформа. Тут и скамеечка есть. Можно посидеть и полюбоваться природой сверху. А, вот, наверное, кемпинг. Вон там кемпинг. Ну, А мы стоим где-то вон там. ну да, скоро дойдем. Да, где? Где-то там. Вон мост. Вон там мостик. Где? Да, все, я его вижу. Вон он мостик. Да? Да, и там вот за мостом. О, видосик. Обзор. Там сзади, где пар идет, это завод. Как раз который мы проезжали, где целлулозу делают. Розенталь. И река Зааля.
Так, главное, чтобы не кубарем, аккуратненько. Аккуратно надо. У Мелкими нас шипов шажочками. нету. Ну и как обычно, для нас преград не существует. Ну, упало там деревце, такое маленькое совсем. Перешагнуть или проползти. Ой, ты аккуратно, что-то я, наверное, проползу. Тут такие эти сучки есть. У-у-у. Так, где он? Вот он. Кто как? Нам надо вон до того мостика добраться. Придется немножечко обойти. Там вниз идет? Да вообще, блин, круто. Ого! Так, сегодня у нас креветки опять. Так, сегодня они с зеленью. Посмотрим. Может быть, в следующий раз возьмем без ничего, натуральной. И сегодня у нас гречка. Греча. Греча. В кастрюльке. Сегодня будем по походному с кастрюльки кушать. А чё? Ну-ка, отведай, пожалуйста. Вот. Что скажешь? Так, я бросаю срочно телефон, потому что я очень хочу есть. Так, вот и пообедали. Теперь надо чуть-чуть еще прогуляться по направлению Тутесфельд. Ну, это как мертвый обрыв, мертвая скала. Вот там находится поселок Хара. И мы теперь с другой стороны. Там, где вот эта вот платформа была, где посмотреть можно. С другой стороны, где большая вот эта гора была на реке. Вот туда мы хотим сейчас попасть. Вот оно направление. И вот там всего 300 метров. Оно совсем близко должно быть. Пошли. Ну, в принципе, вот. Тут, правда, дороги-то нету, все занесено. Ну, зайцы натоптали, Зайцы, пойдем да? по ним. Мы вроде белки, а не зайцы тогда уж. Белки пойдут по заячьим следам. Мы напрыгаем. Родственники же. Ну да. Все, нашли. Вон туда нам. Там совсем близко. Вот. Потом покажу обзор. Вот тут вот вниз идем. Главное не прыгнуть вниз. Так, там скользко, да, Сереж? Там вон лесенка. Так, я тут убираю телефон, а то я улечу. Серега уже наблюдает через подзорную трубу. Тут есть еще лавочка. Сейчас подойду поближе. Что, снежок хочешь кинуть? Плохо лепится так. Ну да. Ну давай, кидай. Там человек сидит. Я видела. Ага. Вон там вдалеке находится дом, который в лесу. Там, где мы мимо проходили. Обзорка. А вот тут паровозик проходил.
Смотрите, скорее всего, эта лиса догоняла зайца, потому что заяц тут круги нарезал, а лисичка прямо шла все время. Вон, а этот косой туда-сюда скакал, прыгал. А тут прям ровненько, ножка в ножку, лапка в лапку. Сейчас проверим, кто это все-таки был, лиса и заяц, наверное. Ага, в догонялки играли друг с другом. Серега тут сосульки скидывает. Ага. Вон ту толстую. Ага, бам. В общем так, советуем очень посетить Гемайнде Хара. Здесь можно и на кораблике покататься, и погулять, и посмотреть кое-что. Очень интересное местечко и очень красиво. Так что приглашаю. Хоть зимой, хоть летом. Ой, нагулялись. По зимнему снегу-то, по зимнему лесу. А, вон паровозик, который сверху едет. Только его нету сейчас. Там паровозик проезжает. Мы решили ехать в сторону автострады. Потому что мы послушали, что завтра пятница и должен быть шторм и много снега. Если нас здесь завалит, то явно в субботу мы не доедем. До субботы мы не доедем. Да, с гор надо вырываться. А мы хотели в субботу быть дома. Так что едем до автострады и там тогда заночуем. Как бы красиво не было. Но... Хотя совсем не хочется уезжать. Не, вот Горы, конечно, честно, просто не, прелесть. я бы даже остался. Машину заправили сегодня, полный бак. Так что, ежели что, провиант вроде бы чуть-чуть есть, там макарошки есть. На дня 2-3 хватит, вода есть. Можно их где-то заторчать. Не хотелось бы, конечно. Заехали в Бад Лёбенштайн. Пока еще на окраине. 2 раза железку пересекаем, 1 раз под ней. 2 раз сейчас посмотрим где. И погнали 15% наверх. Ух ты! И чуть-чуть вниз. Это бассейн. Тоже, Термы. Это оздоровительный бассейн. В центр налево, а мы едем прямо, да, или направо? Нет, направо. Мы едем направо. И еще раз паровозик, опять снизу мы его проезжаем. У знакомых дети ездят каждый день сюда, в Лёбенштайн, Бад Лёбенштайн, в школу. У них своей школы нету. Тут разные. Музыкальная школа, средняя школа, гимназия. Все здесь. Ведутся дорожные работы. Да, уширяют. Все-таки расширяют дорогу. Видно, да. Там уже поставили бетонные ограждения и будут шире здесь делать. А может быть, парковка тут будет. Хотя навряд ли. Похоже, что здесь просто оно шире будет. А теперь мы через реку переплываем. Переезжаем. Нет, переплыть мы ее не можем. Она вся замерзла. Но это опасно в нее наступать. Стройка века. Да. Новый мост строят. Ну да. Мост дополнительный еще.
Уже доезжаем до автобана, до автострады. Это в сторону Мюнхена. Но нам на сей раз туда не надо. Мы едем на Берлин. Доброе утро. Вот это нас сегодня занесло, замело. Будем откапываться. Серега такую классную метелочку взял в руки. Такая обалденная метелочка. Ага. Хорошо. Замерзло все. Синоптики не обманули все-таки. Метет. Вон как замело. Машина обледенела вся. Сосульки вон висят. Вот тут. Вот сколько. И конденсата, и... Да. Да. Уж. Такая вот фигня. Так, подготовка к завтраку. Самое интересное, мы тут думаем, мы едем дальше или остаемся в нарды играть? На улице метет. Нас замело снегом. Прям как в Сибири. Давно такого не было. Да и вообще метели, по-моему, не было ни разу еще. Видно? О, как метет. Посмотрим по ходу пьесы. Такого в Германии я еще не видела. По-моему, ни разу не было, чтобы так сильно. Ну, нас предупредили. Поэтому сначала завтрак, а там уже решим. Ой, ребята, какая прелесть! Какая нам зима! Ой, как здорово! Ну, сейчас не так метет сильно. Ой, прелесть! Давно такого не было. Давным-давно. И Серега выбегает. Ага, аж прям выбегает. Конечно, выпрыгивает. А что, классно же. Здоровская погодка. Машина обледенела вся. На улице вовсю уборочные работы идут. Мы находимся недалеко от Уэслейбен на автостраде номер 2. Там он вовсю снег убирают. И здесь тоже. Вон. Такой маленький, шустренький. Правда, с его лопатой. Он что-то гоняет туда-сюда по всей площадке. А тот уже поболее. Во, поехала. Во, какие сугробы тут намели. Вон, грузовичок буксует. Ой, нифига его там заносит. Пошел откапывать. Его не откапывать, его тащить надо. Вытаскивать, а не откапывать. Это не поможет. И вперед, вперед, вперед пошел. Ю-ху! Молодца! Ира ангелочка решила сделать. Нифига там снега. Да-да, разрываю. Все. Ой, какой классный. Дай, вот. Глазки. Ротик. И рот до ушей, хоть завязочки пришей.
Хорошо. Сейчас Серега нас соскребет и поедем. Застыла вся. Маленько почистить. Так, и спереди тоже надо машинку приготовить немножко. Все, поехали. Вот теперь точно по снегу, совсем по снегу. Зимушка, зима. Тише едешь, дальше будешь. Вон, застрял. Вон, дорогу чистят. Ух, какой монстр. Поздноватенько чистить начали. Вон, застревают. Вообще ушел за пределы. Вон, чистят. Так это раньше надо было уже чистить начинать, а не сейчас. Вон, собрали за собой всю колонну. Нидерсаксен, Нижняя Саксония. Вот что шторм Элли натворил в Европе, в Германии. Едем как черепашки. Потихоньку в горочку. Ну да, тише едешь, ближе вечер. Нам торопиться некуда. У нас еще целый день впереди. Сегодня пятница. Мы же хотели до субботы вернуться. Да. Вот мы в субботу и вернемся. Во! Я ему ни почем, он летит. Геттинген. Что мы хотим? 26 минут стоять или 10 минут стоять? Но в объезде. Ха. Объезжать и 10 минут больше? Или все-таки по прямой? По-моему, разницы сейчас нигде нету. По времени, по-моему, одинаково будет. Ну что, мы все-таки поехали по двойке, да? А почему? Решили дольше постоять? Ага. Дольше постоять. Лучше хорошо ехать, тихо ехать, чем стоять. Я вообще не пойму, что он скидывает. На Мне этот мерсовский не нравится. На 39-ке стояли на съезде, причем сразу. Ага. Стояли бы там сейчас. А там еще и не чищено. И сразу ЛКВушки, ну, эти грузовички, все стоят. Ехать-то не могут, топчатся. И все, и мы выстряли бы сразу бы на съезде. А так потихонечку, потихонечку мы едем и продвигаемся вперед. Так что все наоборот, правильное решение. Ну, может быть, где-то и встанем, но это уже не так страшно будет. У нас есть провиант. Да. С соляркой пока богаты. Вот теперь мы и встали там, где плюс 25. Посмотрим. 26 там было. Тут, конечно, еще пересечение дорог, поэтому дольше. Ну, сплошная романтика. А мы кофе делаем. Мам, что? Кофе есть. Зерна прикупили перед отъездом. Подкатываем к семерочке. Медленно, но уверенно. У нас сегодня весь день будет в дороге. О, летит. Забирать. Лес прям замер весь. Вот там детишки на санках гоняют. Какая огромная разница с этой стороны. Справа и слева. Снеговых шапочек нету.
А тут вон красота. Боком. Снежок-то шел. Ах, у нас снег сплошным ковром. Ну вот мы прокатились, приехали. Сегодня так нормально, 200 километров за 5,5 часов. Почти пешком. Почти пешком, но... Ну ничего, погодные условия такие. Потихоньку, помаленьку. Так что вот так. Автодом делаю я. Ну, видео не снимал еще. Ну и сейчас маленечко такие загвоздочки маленькие есть. Ну, все в процессе. Это будет длиться еще. Так что смотрите, подписывайтесь. Палец вверх, если что. Пока-пока. Tonight I'm moving like